можешь сделать вот на косарь? Пожалуйста. Вот там девушка сидит, второй столик, а? Сделай красиво, брат! Сейчас как бы от меня. Для девушки, сидящей за вторым столиком, а также для моих гостей из солнечного Ютуба, звучит это бессмертно, зажигательно, жизнеутверждающая композиция. Если сюда чудом забредет настоящий гитарист, то он наверняка скажет, что какая же это аранжировка, это обыкновенный вульгарный дворовый бой, тут нет ни фингерстайла, ни даже линии баса я не слышу. А я отвечу, да, это простая аранжировка, но нам, начинающим гитаристам, только это и нужно. Нам нужна простота. Относительная простота. Да, аранжировка весьма незатейлива. Тем не менее, я заметил, что люди обращают внимание, поворачивают головы. Нет. Со временем заметил, что аранжировка узнаваема. Я точно знаю, что если вы сыграете ее примерно так, как я играю, то наверняка многие люди повернут голову в вашу сторону. Я точно знаю, что если вы ее примерно так, как я сыграете, то немало людей повернет головы в вашу сторону. Я уверен, что если вы сыграете ее примерно так, как я, то многие из ваших слушателей повернут, то люди повернут голову в вашу сторону. То люди наверняка повернут голову в вашу сторону. Коля, скромняга, блин, хватит уже юлить вокруг да около. Скажи прямо, что все повернут головы на твою замечательную аранжировку, аж шеи свернут. Фу. Приступим к разбору. Сначала вступительная часть. Для нее характерна аритмичная игра мелодии на фоне затухающих аккордов. Любимый ля минор. Зажимаем барре на пятом ладу. Вот этот аккорд. Видно ли его? И на фоне звучащего аккорда начинаем играть первую фразу, помогая мизинцем. Меняем аккорд. Еще раз. Теперь вторая фраза. Она начинается с небольшого слайда. Вот с такого. Не меняя расположение пальцев, просто делаем слайд. Меняем аккорд. Мелодию можно дергать правой рукой, как вам удобно, большим пальцем, либо указательным, либо даже медиатором. Попробуйте сами. Вот эти нотки видите, я сделал несколько форшлагов. Старайтесь украшать свою игру. Это могут быть и форшлаги, какие-то слайдики, вибрато. Можно даже потрясти грифом, как Томми Эммануэль это делает. И тогда ваша игра перейдет на качественно более высокий уровень и будет отличаться от других. Повторяю еще раз сначала. Следующая фраза
Это фа мажор, но без барре. Указательным пальцем зажимаем первую и вторую струны на первом ладони. Вот. Это место довольно непростое, потому что желательно удержать звучащий фа мажор. Но если вам трудно это сделать, можно сделать так. Продолжаем. Тут скажу очень важную вещь. Начинаем вход в ритм. Это кульминация, это изюминка для этой вещи. И ваши слушатели уже вдохнули, приготовились, поскольку знают эту мелодию, ожидают предстоящее развитие. Если вы начнете ритмически мямлить, это будет эквивалентно срыву оргазма. Вас не простят. Отнеситесь ответственно. Показываю еще раз вход в ритм. Даже если вы не попадете точно в аккорды, это будет гораздо менее значимой ошибкой, чем срыв ритма. Еще раз показываю вход в ритм. Здесь играем первые две струны в качестве мелодии. Но одновременно дергаем бас для солидности. И вход в припев. В припеве используем те же аккорды, но все это уже играется в ритме. Повторяю. И так далее. Можно повторять сколько хотите. Итак, ритмический рисунок. Я редко использую медиатор, не люблю посредников между пальцами и струнами. Но у вас может быть иначе. Правая рука совершает колебания относительно продольной оси предплечья, вот так. При движении кисти вниз касаюсь струн указательным пальцем, иногда и другие пальцы вовлекаются, кроме большого. При движении кисти вверх касаюсь струн большим пальцем. Вот так. Потренируйте сначала основу ритма, зажав левой рукой любой аккорд, ну и играя. Разобьем такт на 16 частей, этого обычно достаточно для создания нужного ритмического рисунка. Но это будет похоже на игру на пианино с нажатой правой педалью. Когда
когда все струны гудят и мешают. И тут в создании ритмического рисунка необходимо привлечь левую руку. Она может в любой нужный момент ослабить прижатие струн, тем самым приглушить их, создать просто шумовой эффект без тональной определенности. Вот так. Еще важный момент. Правая рука может вообще пропускать некоторые доли. То есть вы можете ее отводить от струн в нужные моменты. При этом важно заметить, что колебания руки продолжаются, чтобы сохранить ощущение ритма. Подобно тому, как тракторист заводит дизель с утра и, отходя, не глушит его. Еще важный момент. Рука не обязана проходить по всем струнам, а, как правило, должна работать над небольшой зоной струн, чтобы не звучали лишние ноты. И даже иногда над одной струной. Так вы сможете выделить басовые или мелодические контексты, если это необходимо. Ну, например. Или вот так. Еще нюанс. Правая рука может немного менять интенсивность ударов по ходу ритмического рисунка, усиливая его. Теперь у нас есть все, чтобы играть любой задуманный ритм, в этом стиле, в котором идет разбор. Нужно просто тренироваться. Ну и, разумеется, что если немного исхитриться, то во время ритмического рисунка можно свободными пальцами левой руки иногда подставлять нотки, выходящие за рамки аккорда, чтобы создать подобие мелодии. Вот так, например. В чем преимущество такого способа? Все ноты мелодии с точки зрения их размещения внутри такта не выходят за рамки 16 долей, образующих основу ритмического рисунка. То есть нам не надо специально правой рукой дергать избирательно по времени ноты. Рука работает в постоянном режиме. А задача левой руки – подставлять в нужный момент и нужные нотки. И эти все правила применим для нашей разбираемой вещи. Но я не хочу разжевывать все до звуков. Довольно сложно формализовать все гитарные междометия, которые иногда неповторимы. Что бы я ни говорил, вы сами должны прочувствовать руки. Не нужно стремиться к точному повторению мелодии в ритмической части. Обычно слушатели, вовлеченные в процесс, дофантазируют все, что им нужно, достаточно четко обозначить вступление и ритмично продолжить, вставляя изредка нотки мелодии. Представьте, что вы в кругу друзей где-нибудь на берегу у костра, люди начнут подпевать, кто-то притащит большой африканский барабан, начнет лупить по нему, кто-то достанет флейту, губную гармошку, и вы уже не рады будете, что запустили эту цепную реакцию. Если я почувствую ваше внимание к теме гитарной ритмики, то могу записать ролик, в котором поделюсь своим пониманием некоторых биофизических аспектов в этой области. Хотелось бы в заключение поделиться с начинающими гитаристами самым главным секретом, который банален и наверняка разочарует многих из вас. Аж противно произносить эту нудятину. Нужно много и упорно заниматься. Фу. Как говорят настоящие блогеры, подписывайтесь, ставьте лайки. И, как модно стало говорить, даже дизлайки. Но у дизлайков есть одна особенность. Их надо ставить 2 раза подряд, тогда они будут гораздо жирнее. Можете проверить на этом видео.